Привет, друзья! Миран на связи. Мир тяжелой музыки многообразен и удивителен, и вдвойне приятно, когда данный тезис подтверждается на примере наших соотечественников. Вроде бы берешь несколько команд, которых, несомненно, можно отнести к тяжелой музыке, но все они между собой отличаются просто поразительно. Вот и сегодня мы поговорим о русской группе, подобные которой, если и были в МММ, то их было мало. Это группа FX. Проект FX, более-менее в той форме, в которой он есть сейчас, появился недавно, в 2013. Однако материал для дебютного альбома и для предшествующих ему релизов готовился с 2009 года. И это не 6 лет репетиций с пивом и унылых гигов для друзей. Это 6 лет детальной проработки концепта и кропотливой работы над музыкой. Доказательства? Да пожалуйста. Их дебютный альбом Evil Sides. Должен сказать, я не слышал ничего подобного от наших соотечественников. Допускаю, что я, возможно, не самый большой знаток подобной музыки, но заслуги FX отличают множество независимых критиков, а с их мнениями соглашается огромное количество простых слушателей. А это о многом говорит, коль уж мы имеем дело с дебютным альбомом. Чем же нас решили удивить FX? В части музыки это очень интересная смесь индастриала, дэта, модерн металла и других менее значительных, но имеющих место быть тегов. Тут даже показательнее будет не жанрами оперировать, а названиями исполнителей. И в этом случае дело набирает еще более серьезный оборот. В один ряд встают Project Silence, Death Stars, многочисленные EBM тайтлы. И я долго не мог расслушать, но до омега-аркейновский Shade Empire. То есть вы представляете размах. Очень радует, что песни разнообразны в части структур и рифинга. То есть рецепт всегда один: металл, электроника, экстрим-вокал, но где-то более мелодично, где-то более индустриально, где-то более агрессивно. Из всего этого набирается неслабый такой набор отдельных кусков, которые уже при первом прослушивании откладываются в памяти. И ничто так не способствует запоминанию группы, как соответствие музыки и образа исполнителя. У FX с этим проблем нет. Внешний вид музыкантов проработан очень детально и максимально соответствует их музыкальной стилистике. Смешение противоположных жанров уже намекает на некий дуализм, а маски и эта полупентаграмма, полунимб, совсем разжевывают концепцию группы. CD оформлен на высшем уровне.
Сам диск лаконичен, но символ группы на нем выглядит очень стильно. Сама обложка даже хоть и креативна, но не дотягивает до буклета. Там мы видим оригинальные фото музыкантов и тексты с кучей мелких деталей в виде красных выделений или перевернутых слов. Вот даже верстка соответствует образу коллектива. Все, от образа музыкантов до оформления дебютного CD намекает на перфекционизм их создателей, а перфекционизм в таких вещах стоит очень дорого. Я говорю именно о силах, вложенных в творчество. Вот, например, еще до выхода Evil Sides Apex публиковали клип на сингл, не вошедший в альбом, и уже тогда было видно, что ребята выкладываются на все 100%. А это самое главное, так что их успех более чем оправдан. Сегодня нашими гостями стала молодая, но очень перспективная группа Apex из города Владимир. Еще одно доказательство того, что отсутствие на мировой сцене каких-то громких отечественных тайтлов не обусловлено географическим положением или чем-то подобным. Если наши группы будут стараться, как это делают Apex, то скоро картина может поменяться. А если ты со своей группой также вкладываешь душу в релизы и хочешь увидеть свой альбом в выпуске MMM Review, то пиши нам на почту или в личку. А если ты хочешь получить этот крутейший альбом Apex на халяву, то просто жми на поделиться под записью с этим выпуском в паблике Metal Music Madness ВКонтакте. На следующей неделе выберем случайного репослушивая и вышлем ему этот CD. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые видео, ставить лайки под нашими выпусками и делать их репосты в социалочках, ведь эти нехитрые действия заметно помогают молодым музыкантам. С вами был Миран. До связи.